Ну ладно, ребята, сейчас тут потусит. Пока. Стопайся. Ну так, это бэкстейдж небольшой. Ну да. Никогда не думал, что фишай будет мне мешать записывать ролик для бомжа. П. Популярность. Как добраться до Индии, а именно до штата Гоа? В первую очередь тебе понадобится оформить визу. Сейчас есть возможность оформить электронную Е-визу, которую можно заполнить и оплатить на сайте государства индийского. Стоит это в районе $40. Ссылку я приложу под видео. Далее, если вам пришло одобрение, распечатайте перед полетом свою Е-визу и отправляйтесь в путь. Чтобы немного сэкономить на билетах на самолет, мы полетели из Стамбула с пересадкой в Абу-Даби в Мумбай. И вообще, чтобы за билет не вышла какая-то огромная сумма, покупайте до Мумбаи, до Дели, но не до Гоа, потому что прямые перелеты стоят очень дорого. От Мумбаи же ходит поезд, ходит слипер-бас, автобус, и летают также самолеты прямо до Гоа. На Гоа есть международный аэропорт, если что. И в принципе, если у вас есть лишние деньги, вы можете прилететь прямо сюда. Когда мы только приехали в Арамболь, мы сняли жилье за 400 рупий в сутки и искали уже какой-то вариант на долгосрок. На это нам потребовалось в сезон, ну, на поиски я имею в виду, потребовалось где-то дня 4, может быть даже 5. Вообще все варианты нормально разобрали, и мне даже пришлось воспользоваться услугами риэлтора. Мы снимаем свою комнатуху за 12 тысяч рупий в месяц, что в принципе недорого в сезон. Ну и что можно на самом деле снять за 12 тысяч рупий, то есть за 9 примерно тысяч рублей. У нас такой вот замечательный вид на реку Тиракол, 1,5 километра до океана с хорошим песочком. Кондиционера нет, но это на самом деле и не важно, потому что вот эта вертушка отлично. В эту стоимость включены коммунальные услуги и интернет. То есть, ребята, вот такая вот интересная фигня. В Индии реально жить очень дешево. Вот, это такой приспособа, такая душалет. Есть горячая вода, нагреватель от солнца, то есть ночью бывает, что вода прохладная. И это как бы считается гестхаусом. В целом здесь несколько комнат отдельных, и все они по-разному. Ну, то есть там где-то есть кухня, где-то... Вот у нас кухни нету, у нас 12 стоит. С кухней, наверное, будет подороже. Вот такой балкон, это общее пространство, где можно как бы находиться. 12 тысяч рупий в месяц или 9 тысяч рублей. Плюс еда, это примерно столько же, наверное, 10-15 на двоих в месяц рублей. Итого месяц жизни здесь с питанием, проживанием, какими-то редкими развлечениями, потому что мы экономим, обходится примерно в 25-20 тысяч рублей. Сейчас ситуация сложная, поэтому во многих странах очень большой наплыв русскоязычного населения. Это может сыграть как в хорошую сторону, у вас всегда будет компания русскоязычная, если вы один, так и в плохую, что цены начинают расти даже в таких странах, как Индия. Особенно здесь очень быстро реагируют цены на недвижимость, они всегда в сезон реагируют. Что касательно интернета и электричества, он работает здесь нестабильно. То есть, что электричество отключает, ну, допустим, в данный момент они там укладывают какую-то новую линию питания. Вот у нас в поселке и в соседних там поселках типа Арамболя часто происходит отключение электричества. Сегодня вот утром не было электричества часа 3. Падает интернет. Интернет мобильный неплохой, но если, допустим, вы работаете монтажером, то я думаю, вы будете испытывать большие проблемы со скачиванием материала, да, к примеру. Если вы работаете с большими объемами данных, я не знаю. Естественно, нам потребовалась связь. Мы взяли сим-карту на 1 месяц,
Можно взять на 3, но я не стал запариваться. Сделали просто за 350 рупий симку. В последующем ее можно продлевать. Я вот уже второй месяц продлеваю. А сим-карта Airtel обошлась нам в 350 рупий, по-моему. Последующее продление 300 рупий. 1,5 или 2 гига в день выдается трафика и звонки по Индии. Что касательно общественного транспорта и аренды байка. Мы не арендуем байк, потому что, во-первых, сейчас это дорого, во-вторых, я не умею ездить на байке. Мы ходим пешком. Вот в данный момент мы идем и прогуливаемся в сторону Рамболя по крутому живописному месту. Вот сзади нас там клевый баньян. Мы катаемся также на автобусе. Это тоже отдельный индийский прикол, когда вы просто за 15 рупиев едете на общественном индийском транспорте. Мы им пользуемся и не испытываем никаких трудностей. Привет. Про бабло. Естественно, скорее всего, если вы приехали из России, у вас не будет долларов. А если же вы имеете баксы наличные, то их не составит большого труда обменять здесь по нормальному выгодному курсу. Обменников дофига и больше. Если же у вас российская карточка и на ней бабки, придется воспользоваться услугами обмена. А в местных чатах есть даже специальные созданные для этого здесь чаты, обмен денег. Также есть помогаторы по оформлению виз, и вообще, в принципе, всех помогаторов вы всегда можете найти в телеграм-чатах. Но будьте аккуратнее. Есть люди приличные и адекватные, которые вам действительно помогут, а есть попросту, которые вас наебут. Ты кто уничтожил? Блядь, чё ебал? Будет лишним сделать медицинскую страховку, потому что если вы попадете в какую-то не очень приятную ситуацию или вы просто заболеете, есть шансы попасть на приличное бабло. И вот совсем недавно, буквально вчера, мне удалось столкнуться с местной медициной, а именно стоматологией. Так получилось, что у меня сломался зуб, когда я ел, и вот пришлось воспользоваться местными услугами. Обошелся мне ремонт зуба с чисткой каналов в 8000 рупий. Делают все, в принципе, качественно, неплохо. Страховки у меня нифига нету. Вот, пришлось вот отдать кровные. Фотить? Окей. В Индии есть такая интересная тема. Вы не увидите в маркете никаких там ценников, вот как у нас привычно это все происходит. Здесь специальный такой маркер MRP на каждом товаре. И вот, допустим, в нашем случае MRP цена 40 рупиев за бутылку колы, то есть 35 рублей. И вообще постоянно смотрите вот на эту фигню с ценником, чтобы вас не обманывали. Потому что эта цена устанавливается поставщиком, и как бы за нее очень жестко тут наказывают, если продают цену выше, чем указано на самом товаре. Поэтому всегда проверяйте. По поводу еды в кафешках и всяких ресторанчиках, локалочках, сколько это стоит? Средний поход на двоих вот так вот поесть в обед обойдется вам примерно в 300 рупиев, если вы будете кушать все там с курицей. Если вы вегетарианец, то еще дешевле. То есть там веган талия стоит что-то там 120 рупий, примерно 90 рублей. Довольно большая порция, которой вы вполне наедитесь. Вот такая херня за 120 рублей. И что-то мы такие тему думали. Ладно, не обосраться. Вообще, Индия это такой сплошной пиздец. Вот. И хаос. Но если как-то вы можете к этому привыкнуть, то будете нормально себя тут чувствовать. Вот такое видео получилось. Не забывайте подписываться на Бомжа. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.